Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен. Расклад Таро. Что ждет вас? Что произойдет, что случится в период коридора затмений 17 февраля и останется с вами в марте? Коридор затмений у нас 17 февраля по 3 марта. Поэтому вот такой переход из февраля, как будто мы с вами запрыгиваем в март. Узнаем, чего вы пока не видите, что от вас скрыто, а между тем, что ожидается в будущем. Что, как мы говорим, вам по судьбе. И рассмотрим советы Таро с позиции позитивной психологии, позитивного мышления. И вначале традиционно карты старинного цыганского пасьянса, которые нам расскажут, так что же там случится. Что произойдет, что вас ожидает в будущем. Для овнов период коридора затмений. Что нам подскажут? Потому что каким-то образом, может быть, те события, а вот тут больше события нам показывают карты и будут определять вашу стратегию, тактику на будущее тоже. Смотрите, у вас выпадает очаг. Это как домашний очаг. Это дом, вопросы семьи, вопросы пары, вопросы в целом благополучия, но у кого-то вопросы недвижимости, место проживания. Что же еще? Что тут случится? Что произойдет до конца февраля и в марте, с заходом на март? Не вижу пока совпадений. Но явно нам уже карты пасьянса говорят о том, что ключевое событие — это вот как дома. Вопросы, может быть, и личной жизни. Вот давайте узнаем потом, раскроем, а что же вас ждет в личной жизни. И рассмотрим разные позиции сегодня. И у вас выпадает колчан со стрелами. Вообще хочется сказать, ну и планетарно-то ведь тоже так же. Я вас хочу поблагодарить за то, что вы смотрите мои видео и читаете мои публикации. Перейдите, правда, на мой сайт. Подсказок будет больше. У меня уже опубликован китайский гороскоп, то есть на 2026 год. И у нас 17 число, это солнечное затмение и новолуние. И начало Нового года по китайскому календарю, года лошади. У вас выпадает значение колокола. Это какая-то новость неожиданная. Причем это не та новость, которая, и вами инициирована. Может быть, это в средствах массовой информации, может быть, она связана с конкретными людьми. У людей что-то меняется, или вам кто-то доносит определенную весть, но самое главное, вот эта информация, хоть она исходит не от нас, но нам с этим что-то придется делать или что-то тут обустраивать. Смотрите, колокол, то есть новость, мы говорим неожиданно, и закрытый путь. Для кого-то из вас, может быть, это наоборот во благо. Надо было куда-то ехать, а теперь не нужно. Значит, в принципе, давайте скажем так, если мы говорим о дорогах, да, то, может быть, тут пересмотрены, когда вы едете, то есть график, время, дистанция, собирались в одно место, а тут другое. Или, допустим, вы ожидали человека, может быть, у человека что-то случилось или произошло, и вам свой график придется под это менять. Вот я такое не исключаю. То есть коррекция планов, что ожидается, это может быть где-то внезапно и неожиданно. Но, смотрите, тут мне хочется сказать, что все идет к добру, потому что, может быть, словно вот как по судьбе, да, и будем внимательны в этот период, особенно 17 февраля, потому что нам может, знаете, как судьба давать подсказки. Если вот мы что-то не можем сейчас осуществить, самое время подумать, а может быть, нам и не надо туда именно, да? Может быть, не нужно с этим торопиться. Какие люди приходят на ваш порог, в вашу жизнь, с кем вас как сводит судьба? Вполне вероятно, какие-то темы будут продолжаться и в марте, потому что тут, знаете, с одной стороны, жизнь помогает нам выровнять какую-то дистанцию, да, нашего пути, жизненного пути, но это будет говорить еще и о том, что мы-то тоже должны быть, где-то более гибче. Потому что пересматривать явно что-то придется. Но для вас это во благо. Полное исполнение желаний, мы говорили, да? А еще у вас совпала роза, а роза — это любовь. Ну и вопросы дома, семьи, личной жизни, вопросы пары.
Смотрите, у кого-то вы собирались, у вас совпадает следующим образом. Мы говорили колокол, закрытый путь, и выпадает открытая книга. Открытая книга в нашем пасьянсе мы можем соединять в крайних рядах по горизонтали, по вертикали. Так это обозначает какие-то учреждения. Это может быть и учреждение образования. Допустим, кто-то собирается учиться, или, может быть, это по учебе вашей, тут какие-то будут тоже подвижки. Но для кого-то это может означать подготовка документов, высокие инстанции, люди, которые, ну, как чиновники, официальные лица, да, вот у кого-то и так может проиграться. Смотрю, что у вас еще совпало, что мы можем еще соединить для овнов, моих дорогих любимых овнов. Ну вот правда, если судьба закрывает куда-то путь, ведь бывает такое в нашей жизни, согласитесь, мы куда-то стремимся и думаем, ну вот это вот просто необходимо. Потом проходит какое-то время, может быть, мы набили много шишек, а потом мы понимаем, вот чего я туда летела. И зачем я заново и заново, какой-то шаблон повторяла или повторял, допустим, да? Это мы думали, что там нам как дверь откроется, а потом мы понимаем, что а там не было этой двери, там просто была стена. Поэтому для кого-то вот это сочетание вот и потребует этой гибкости, о которой я сказала. И у вас еще, смотрите, у вас сильная позиция в любом случае. Корона, мои дорогие. Так вот, корона – это символ власти, это ваша ресурсность. И я должна сказать, что жизненные силы у вас здесь будут на высоте, физические силы, активность. То есть вы многое можете преодолеть. А вопрос, а надо ли? Иногда Овен действует, ну, чаще на импульсе, потому что вы сильные люди, вы эту силу в себе чувствуете. Ну, так ведь это можем столкнуться с какими-то персонажами, которые, зная наш характер, это качество тоже пытаются использовать. Поэтому время вашей силы, которую нужно употребить вам себе во благо, как-то более продуманно, более изящно, так и хочется сказать, потому что о том, что гибче нужно быть и корректировать, где-то к этому быть готовым, да. И это не то, что вы, повторюсь, где-то ожидали или инициировали. Это не от вас исходит. Это будет исходить от событий, обстоятельств и от людей. Давайте узнаем, а что же от вас скрыто, чего вы пока не видите? Все-таки это у нас дистанция по времени, да, на будущее. Это будет у нас первая карта, что от вас скрыто и что станет явным. То есть какая тут у вас конфигурация выстроится. Ну и понятно, как события февраля повлияют на вашу жизнь в марте. К чему приготовиться, к чему все идет. Давайте узнаем, что ждет вас в личной жизни, что ждет в работе и финансы, что ждет. Итак, первое. Что же от вас скрыто? Ну, правда, какая-то новость. Какой-то визитер. Мои дорогие овны, те, кто занимаются, ну, руководящей, допустим, работой. Или пусть это вы руководитель небольшого звена. Иногда по этой карте к нам приходят проверяющие. Правда, бывает такое, совпадают. Я с картами давно, много лет. И поэтому, к сожалению, это правда. Ну, пусть не сам проверяющий, какая-то бумага, документ, отчет, мои дорогие, да, вот такое тоже. Может быть, и финансового характера. Но тут именно что-то такое, что мы должны сделать рационально. Более того, еще и в согласии с законом. Смотря чем вы занимаетесь. У кого-то это будет та инстанция, куда нужно необходимо, да, поехать и с каким-то лицом встретиться, чтобы узнать, как оформить бумагу, документ или оформить какой-то отчет. Или, может быть, это так, зненацку, но срочно, как будто получаем, да, уведомление, и это нужно было сделать вчера. Поэтому корректировать по времени вам тоже, скорее всего, что-то придется по этой карте. Это когда мы что-то можем даже отложить и включиться в совершенно в иной вопрос. Поэтому вот вы пока этого можете и не видеть. Ладно, но карта, когда, кстати, мы ищем правду, и мы ее находим. Вот это основное значение. И при этом мы свои-то мелкие планы корректируем, но вот именно занимаемся тем, что сейчас в приоритете. Ладно, так а что же станет явным? Что прояснится у вас? А у вас будет позиция, знаете, когда вы
Первое, вы себе скажете в каком-то деле: "Я действительно сделал все, что мог". И у кого-то проиграется, когда вы сами от чего-то откажетесь. Вот этот закрытый путь, может быть, это вы слышите даже новость, но она в данном случае вам может помочь, потому что нецелесообразно что-то продолжать. И, здесь может быть даже какая-то ситуация или момент, когда вы долгое время кого-то ждали или что-то ждали. И вы думали, для вас это принципиально важно, а потом вы понимаете, а это уже не имеет смысла. Явно по этой карте, и эта девятка, это всегда преддверие перемен, поэтому что-то будет продолжено на март. Вот давайте и узнаем, к чему же там все идет. Но будьте готовы действительно что-то корректировать, поскольку вот именно так, как вы это задумали, оно явно не пойдет. Потому как пятерка кубков, я часто говорю словами Клаудио Пенейро: над разбитой чашкой не рыдают, а выбрасывают осколки и моют пол. Стало быть, а не над чем. Тут нечем заниматься, не имеет смысла, не имеет прогресса. Что это такое? Какая сфера жизни хотя бы? Опять же, правосудие. Ну вот у кого-то потребуется не просто ваши знания, мои дорогие, а вам именно нужно поступить по закону, причем четко понимать, как закон работает в отношении вас. Для кого-то это потребует консультации специалиста, у кого-то юриста, адвоката. Или когда вам, опять же, это какие-то чиновники или официальные лица, может быть, когда вот нужно все оставить и именно заняться каким-то вашим приоритетом. Может быть, это вопросы недвижимости. У кого-то это могут быть и вопросы работы, получения документов, может быть, получения визы. Вот у кого-то даже так. Потому что девятка жезлов, она предполагает, что мы двигаемся с этого момента дальше. То есть мы проводим баланс и понимаем, что вот чем-то, но уже нецелесообразно, неважно заниматься. Нам это как будто, ну, совершенно не поможет. Мы просто потратим время, силы, энергию. Вот это значение короны, о котором я говорила. И вы просто будете, ну, как-то не только более вдумчиво, а вы будете, знаете, мои дорогие овны, ну, наверное, как маги-волшебники. Почему я так смело говорю? Мечевые карты — это интеллект. Это, знаете, холодная голова. Значит, будет какая-то ситуация, которую вы не видите, когда вообще все эмоции вы оставите. Вот это точно. Вы можете точно так же узнать какую-то новость, когда то, что вас держало словно в тисках, кандалах, вот оно теперь начинает меняться. Но было бы нецелесообразно с места в карьер куда-то торопиться. Для вас вот именно должен быть какой-то баланс соблюден, ведь правосудие — это баланс, и это всегда карта кармы, говорим, причина и следствие. И если вы сделали что-то хорошо прежде, то руками других людей вам может прийти помощь. Но если мы где-то не все хорошо сделали или ошиблись. Нам судьба. Вот мы говорим, что по судьбе. Тут правда будет очень важно, вот важны все события с февраля и с заходом на март, потому как мы тогда вот эту работу над ошибками должны сделать в конечном итоге. Точно? Посмотрите. Карта шанса. А вы знаете, тут еще может быть и такая ситуация для кого-то, словно камни с неба, а вам хорошо. Вас могут на фоне этого, все же мы все разные, правда? Будьте, мои дорогие овны, готовы и к этому. Когда у вас как раз дела, они постепенно, даже если у вас сейчас сложно, поверьте, оно выравнивается в какую-то четкую стратегию. Все же ваша сильная позиция — это абсолютно неоспоримо. Тем более вам выпало полное исполнение желаний. Но я уже не говорю, насколько полное, но явно желания ваши начинают исполняться. И кто-то, видя вашу ресурсность, будет пытаться, словно, знаете, подъехать к вам на какой-то стриженной козе, чтобы это вот, ну, как-то аккуратно с вами провести какую-то беседу, заручиться вашей поддержкой или словно к вам присоседиться так вот, да, потому что вы, опять же, ресурсны. Что же это в конечном итоге будет дальше? У вас новый жизненный этап. Здесь нужно что-то точно просчитывать. Здесь нельзя, к примеру, если у вас грандиозные планы какие-то, здесь нельзя что-то оставить на потом. Если у кого-то буквально переезд, иногда бывает такое по нулевому аркану, здесь тоже может, ну, как проясниться какая-то ситуация, то есть что-то стать явным.
Вас это будет, безусловно, вдохновлять, но мы не должны замечтаться, мои дорогие. И мы не должны оставить себе из прошлого каких-то незаконченных дел, которые для нас будут в будущем обузой. Будьте внимательны. Ладно, давайте узнаем, так что же ждет вас в личной жизни, что ждет в отношениях. У кого-то это точки будут последние расставлены как аккорды в некоторых вопросах. Мне нравится очень, как вот с позиции позитивной психологии десятку мечей трактует Колин Барон Рид. Изящное завершение. Наверное, весь наш расклад – это именно изящно вы тут что-то должны завершить, да? Об этом нам говорят карты, вот как совет сразу дают. Поэтому, может быть, это у кого-то будет просто отношения. Я допускаю. Ведь личная жизнь не только про любовь, правда? Давайте так уже скажем. У кого-то это могут быть вопросы работы или, пусть не работа, вот у нас выпал семейный очаг, да, домашний очаг. Пусть даже вы без семьи. Но, значит, есть какие-то вопросы даже по работе, которые вы приносите домой. И вот на работе началось, а дома это еще имеется продолжение. Вот какая-то история, которая вас мучила, вы ее можете изящно завершить. Для тех, кто в паре, достанем карту. Вы знаете, у кто-то может решить и, опять же, завершить какую-то тему по финансам. Вы сможете помириться, потому что всегда недостаток, да? Вот недостаток взаимопонимания в первую очередь идет. И также и недостаток в финансах. Здесь как будто выровнять можно ситуацию. Но как будто карта говорит, для тех, кто в паре, договариваться придется. Опять же, вот эта гибкость. И как будто ваше благосостояние, мои дорогие овны, оно будет зависеть от того, как вы сумеете договориться. Ну, видимо, не давить авторитетом как минимум. Это точно, вот нам и говорят, взаимодействие. Баланс, опять же, на этой карте, смотрите, двойной баланс. Мало что жонглер жонглирует. И, кстати, эта карта говорит, не время покупать что-то. Такое, знаете, емкое, как будто мы обойдемся двумя пентаклями. И быть легким на подъем. И опять же баланс. Мало что жонглирует, на качелях стоит. Попробуй удержись. Но, видимо, вам как-то придется. Ладно, давайте мы узнаем для тех, кто один или одна, возможно ли знакомство. Но по четверке мечей вы как будто сами этого не хотите. Или как будто вы подзастряли, да? С одной стороны, мы по этой карте приводим силы в порядок физические, ну и ментальное тоже. Но вот прилегла наша эта Таро ведьмочек, но почему-то в верхнем углу слева уже паутина. Вам тут нужно какую-то тактику для того, чтобы познакомиться, менять. Точно. Опять же, держать баланс. Может быть, вам где-то сейчас выпало время, все же это старший аркан, баланс, о чем говорит, что для вас, мои дорогие, для тех, кто один или одна, на первый план могут выйти какие-то иные вопросы, либо вопросы, которые просто будут связаны у кого-то с поездкой, с переездом, или, как я говорила, много работы. Кто-то из вас поставит для себя, может быть, такой или поставил план, что вы хотите с чем-то разобраться, как будто ведь десятка мечей, изящное завершение – это явно вы хотите подвести что-то к итогу. Но вот вроде как надо сначала разобраться, может быть, с тем, что было, или с какими-то прежними отношениями. Как минимум прогресса не будет, пока для начала баланс, ну а потом какие-то важные выводы вы будете делать. Давайте спросим для тех, кто в сложных отношениях. Праздник. Тут как будто можно помириться, но иногда эта карта будет говорить о том, что, увы, третий лишний. Или есть какие-то темы в сложных отношениях, к примеру, то есть помириться, правда, тут вот нам все карты об этом. И десятка мечей будет тогда говорить на личную жизнь для тех, кто в сложных отношениях. Мы можем найти, попытаться, по крайней мере, взаимопонимание, но мы помним, что тут очень важно, когда хотят двое. Не когда один хочет, а второй как будто нет. В глухую несознанку ходит, правда? То тогда мы ничего не выстроим. Но давайте будем реалистами. Но здесь может быть какая-то ситуация, которую вы не видите. И вы, кстати, можете увидеть ее. У кого-то это проиграется в отношениях. И вот верхний ряд для кого-то будет, когда вы будете прояснять какие-то важные разговоры по личной жизни. У кого-то может быть вполне вероятно вот именно эта ситуация. Вы четко раскроете, какие отношения вы видите.
какое вы видите продолжение. И, по крайней мере, если были, ну, какие-то недоразумения, вы можете действительно как на ладони видеть, на что человек согласен, как глубоко он готов нырнуть в эти отношения, как далеко, имеется в виду, на какую дистанцию он готов выстраивать общение с вами. Тут вот явно какое-то прояснение будет. И значит, даже если с приставкой "не", да, вот не готов или не хочет, или там еще что-то такое, не получается, или словно это я один, вот только так хочу, то тогда для вас тоже это, знаете, как прохождение демаркационной линии. Вы будете четко понимать, опять же, для вас это во благо, что с этим человеком каши не сваришь. Ну вот как-то так. И тогда это будет уже с учетом этих карт, я могу предположить, в ближайшем будущем какое-то новое знакомство. Я, по крайней мере, этого не исключаю. Давайте спросим, а почему не складывается у вас в личной жизни? Ну, как-то тяжеловато, вы подустали. Может быть, вы долгое время, либо вам с человеком как-то сложно. Человек вообще, ну, не на вашей волне ни разу. Либо для кого-то из вас сложные отношения, когда игра, правда, в одни ворота. С вашей стороны, пока есть какой-то отклик или помощь, то тогда есть и праздник. Как только нет, ну, как будто и о вас забывают. Правда, все равно надо принимать рациональное решение холодной головой, и для кого-то верхний ряд именно будет проигрываться на отношения. Нужно прояснить, а если были разговоры или, мои дорогие овны, хотя это не на вас не очень похоже, но все-таки мы овны, все разные, да, кто-то рожден ближе к тельцу, это такие люди, которые больше прагматичные, но есть и овны, которые рождены ближе к знакам рыбы, и вот у вас, мои дорогие, те, которые именно первая декада. Тут конфигурация для рыб именно такая идет, когда, на вас это может оказывать, вот эти планетарные транзиты, такое влияние, когда вам ясности захочется. Когда вот это, знаете, состояние, когда пусть будет вокруг гармонично, ну, я тут как-то уже вырулю в своих планах, а вот вам такую позицию занимать не захочется. Поэтому тут карта независимого человека в первую очередь. И, как известно, прообраз Юдифи все-таки королева мечей. И она такая, как отрезала, так отрезала. Поэтому явно тут есть что-то, что близится к завершению. Что ждет в работе? Ну, вот у кого-то, у кого сейчас все хорошо, хочется сказать. Ну, личная даже жизнь, семейная жизнь — это не о сказках, это не о бабочках в животе, это не об иллюзиях, это работа. Вот у кого-то может быть, знаете как, и работа, кстати, на дому, и помощь партнера, может быть, да, даже в вопросах работы или какие-то обсуждения, дельные советы. В целом на работу десятка пентаклей, да вообще шикарно. Вы сейчас ресурсны, как и на построение новых каких-то планов, но тут не торопитесь тоже. Дайте завершиться тому, может быть, что должно завершиться. В принципе, на февраль месяц. Ну, вот так вот скажу, это планетарно, это тут не про Таро. Мы не уходим с работы, хлопнув дверью. Мы не рвем отношения. Но мы делаем выводы, мои дорогие, это точно. Что мы будем изящно завершать и что мы будем продолжать. Финансы что ждет? У кого-то это может совпасть. Перестраивается как финансовая система, система взаиморасчетов. Для тех, кто ведет свой бизнес или свое личное дело, или задумал, допустим, да, вам тоже придется что-то корректировать, потому что меняются законы. Вот опять же, да, это как будто мы это не отменим. Это сильнее нас. Два старших аркана. Как будто про правосудие и башня. В целом, мои дорогие овны, вам тут придется, может быть, даже рассмотреть как дополнительный доход. Или кто-то будет из вас, ну, если бизнес, например, да, словно одна система взаиморасчетов, вот как я сказала, не работает, а вам придется какую-то новую стратегию, тактику разработать. Башня — это у нас всегда прообраз, тюрьмы, первые карты Таро. А тюрьма — это какая-то структура. Так вот эта структура, она уже как вот та башня, да, в первых картах Таро — это уже башня с трещиной, которая разрушается от попадания молнии. То есть она, в принципе, уже была не жизнеспособна.
Вот здесь меняется какая-то структура в целом на финансы. Может быть, это требует от вас, у кого-то. Раньше на одном счете хранили деньги, а теперь вы задумаете на двух. И очень символично, потому что Уран, он все дробит. Может быть, в нескольких валютах, а то и в разных банках. У кого-то это значение, откуда к нам приходят финансы. Допустим, были там стипендии, кто-то учится, у кого-то была пенсия. Здесь вот этого недостаточно. Мы понимаем, что эпоха, по сути дела, перемен, и мы тут тоже будем что-то перестраивать. У вас решающий момент, когда вы, правда, какой-то квантовый прыжок делаете в будущее, а у кого-то из вас, мои дорогие, ситуация может быть связана с человеком, который либо партнер по браку, или ваш хороший друг, подруга, да, потому что по королю мы по полу карту не рассматриваем. Это именно либо с родственниками, ну вот с кем-то вам очень хорошо знакомым, с ближайшим, назовем так, окружением. Может быть, там что-то происходит, и у кого-то это может ознаменовать внезапные траты, мои дорогие. Вот я такое тоже могу предположить. Ну, и это те траты, которые как будто нам необходимы. Что еще? Финансы, что ждет? Но все равно, вот посмотрите, для кого-то из вас семейный бизнес можно, да? Вот это точно. Работа на дому, дополнительный доход. Тут явно вы, знаете, вот особенно тех, кто в паре, вы друг друга дополняете. Это новое видение будущего. Но не лично ваше, а когда партнер может откликаться вам тем, что он вас очень хорошо понимает. Может быть, для кого-то из вас придется новые связи выстраивать, все-таки два старших аркана. Как будто прежняя система меняется, финансовая, и нам придется где-то договариваться. Сепарация только иллюзия, нам об этом говорит карта. Но это будет опять же и на личной жизни, ведь он вот эта пятерка пентаклей я говорила. От того, как вы договоритесь, будет зависеть и финансовая история. Поэтому тут могут быть как и финансы, имеется в виду семьи, пары, ваш бюджет, но точно так же это может быть ситуация внешняя, которая связана с некоторой перестройкой, изменениями, но это происходит больше именно по выплатам или по вашей работе. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые овны, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы читаете мои публикации. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Все ссылки на мои публикации, на мои гороскопы, статьи я оставлю под видео. Я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.